Ми на сьогоднішній день робимо все можливе для того, щоб переконати тих, хто живе на Донбасі, що вони є і будуть найціннішими нашими громадянами. Ми гарантуємо їм безпеку. І мирний план президента саме налаштований на те, щоб зберегти мир, скласти зброю. Жители Донецка сравнивают сегодняшнюю ночь с событиями Второй мировой войны. Как и 22 июня 1941 года в 4 часа утра, сегодня утром украинские каратели со зверской жестокостью обстреляли Донецк. Можно ли назвать людьми тех, кто лишил дома и принес страдания стольким невинным семьям? Эту страшную войну привели в наш дом те, кого мы всегда считали братьями. В ночь с 8 на 9 декабря, когда на Донбассе должен войти в силу режим прекращения огня, мощнейшим артиллерийским обстрелам подверглись Куйбышевский, Кировский, Киевский, Калининский, Петровский районы Донецка, а также район Первой Площадки и поселок Октябрьский. Украина основательно подготовилась к так называемому перемирию. Вон, яма, ее начали заделывать, и машины. От машины вот это все сюда пошло волной. А когда все это случилось, что вы предприняли? А мы просто выскочили. Мы стояли все на личной площадке, потому что мы не могли быть никто. Здесь такой был шум, такое, что вообще... И как вот быть, а? Как жить, подскажите. А вы за мирные переговоры. Не было их и не будет никогда. Хотите, истребите нас сами. Но не давайте нам мучиться. Вот так подходит зима. Что делать? Как жить, а? Судя по тому, что просто у нее же траектория во время того, как она приземляется, у нее что получилось. Взрыв произошел. Произошло все в 3:50 ночи. Все как-то быстро произошло. Особо к выстрелам мы не прислушиваемся, поскольку бомбят каждый день и постоянно, поэтому как бы достаточно сложно сосчитать количество взрывов. Но когда взрывы начали подходить все ближе, 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 особенно когда пошла уже вспышка в окнах, все было понятно, что уже идет к нам. И как раз вот этот крайний, надеюсь, последний снаряд, который прилетел к нам в город, вот это он как раз и был. И мы как раз находились все дома, быстро сориентировались в коридор, потом буквально через пару минут выглянули в окно, я увидел, что мало что от машины осталось. Открыты двери, выбиты окна, другие автомобили, пищала сигнализация. И, так сказать, оперативными нашими действиями была уже вызвана полиция, Горгаз. Жалко другое. То, что моей дочке год и месяц, она сама выучила слово «ба». Показывает на окно и говорит «ба». У вас сегодня тут бухнуло, да, под утро? Да. Мы уже убрали час. Вон валяется, А во сколько было примерно попадание? Где-то около часа ночи. Что это такое? Град. Посмотрите внимательно эти кадры. Где украинские войска ищут позиции армии Новороссии? Здесь? Или, может быть, здесь? Вон, видите. В котором часу произошло? 4 часа утра. 4 утра. Вы все в квартире находились? Нет, я тут не живу, это мои родители, старики тут живут. 78 лет. Вот, счастье такое. Я когда услышал, уже когда стекла, вот это вот, а самого взрыва я не слышал, потому что наверху был взрыв. А бабка слышала, она кричит: Ваня, Ваня, вставай, что ты там? Я просвоню, смотрю, там ничего нет, ни стекол, ничего, все повылетело нахрен. Все стекла на полу, что делать? Уже сколько раз они там тишину этот Порошенко объявлял. А она ее, извините, я не слышу. Несовестный, какой же он украинец, этот Порошенко. Он фашист настоящий. Все, хватит.
бандеровец. Что же он делает с людьми? Убивает людей. Сегодня Донецк был обстрелян тяжелой артиллерией, а также ракетной системой залпового огня «Град». Вот это осколок от «Града». Несложно представить, что может произойти с человеком или же с помещением, вблизи которого упал вот такой вот снаряд. А во сколько попаданий было? В котором часу? В районе 9 вечера, 8 декабря. Кто в доме находился в этот момент? Я, мать моя, дочка и бабушка. 4. И мама подруга, 5 человек. Все живы? Ну, чудом остались все живы. Просто второй раз на свет родились. Что с этим перемирием? Чем больше перемирия, тем больше украинцы в поселке сносят дома, квартиры, людей убивают. И вот эти перемирия уже. У нас на поселке никто не верит. Потому что чем чаще заключается перемирие с Украиной, тем больше летит снарядов к нам. Вот мы, говорит, не стреляем. Это, говорит, не мы, это ополченцы. Где тут это ополченцы? Это ополченцы, это армия стреляет по нас. Заходит градами и стреляет. Мирные люди гибнут. Никто не отвечает за это. Они сидят там в Киеве и морды улыбаются. Они такие хорошие они. Порошенко, чтобы им было, вот это, чтобы им детям было, и внукам, и правнукам, на 10 этих было колен, чтобы им такие снаряды прилетали, подарки такие были, как нам это вот. Мне тут брата он убила, дом развалила он. Мы, жители Донбасса, приглашаем всех украинцев к нам в Донецк. Не ищите правды в телевизионных выпусках украинских новостей. Украинских журналистов здесь нет. Вряд ли они преподносят вам правдивую информацию. Приезжайте, и вы увидите своими глазами истину в последней инстанции. Вы увидите правду.